Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. А также заглядывайте в раздел Shorts и в раздел Сообщества. Там вы увидите большое количество уже готовых узорчиков. Если они вам понравятся, можете нажимать по ссылке. Ссылка переведет вас на полное видео, как связать данный узорчик. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши просмотры, лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, даже с такой палитрой работали, но и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не работал с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Газал Baby Cotton. Моточки небольшие, по 50 грамм, находится 165 метров. Дальше здесь нам советуют производители, смотрите, брать крючок от двоечки до троечки. Так, я буду вязать крючком номер 3. Вот. Сразу же назову цвет, пока не забыла. На камеру, в принципе, передается как есть, возможно, чуть-чуть немножко потемнее. Смотрите, цвет 34-22. Моточек, конечно, уже чуть-чуть поменьше, чем он есть на самом деле. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Не обязательно такую же, которую показываю я. Самое главное, вы берете пряжу, читаете инструкцию к пряже и точно так же смотрите, какой вам советует крючок, чтобы у вас все получилось. У меня здесь, получается, ниточки не уточнила. Смотрите, по составу 60% это хлопок и 40% это акрил. Вы можете брать чисто акрил, вы можете брать смешанную там с шерстью, вы можете брать летнюю, демисезонную, зимнюю, неважно какую. Один и тот же узорчик вяжется как бы из разных ниток, да, из разной пряжи, смотрится по-разному. Возможно, из вашей пряжи узорчик будет смотреться намного выигрышнее, чем из моей пряжи. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, вы большие дизайнеры. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка разноцветная, четкая, все понятно. Кто умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас все равно все получится. Но в свою очередь подглядывайте в схемку. Да? Провяжем с вами элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. И так вы незаметно для себя научитесь работать с абсолютно любыми схемками в будущем. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу полных 3 раппорта. Это будет 24 воздушные петельки. И один раппорт будет немножечко неполным. Вы увидите, 7 будет петелек. Поэтому получается в итоге я наберу 31 воздушную петельку. Ну, а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, в начале все как всегда. Идет петелька фиксации. И при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, новички, мы с вами сделаем вспомогательный ряд, чтобы вы не запутались в воздушных петельках. Вспомогательный ряд будет состоять из столбиков с накидом. В столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это наш столбик с накидом. Дальше накид. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и также провязали по 2 петельки столбик с накидом. И ваша задача вот так вот пройти полностью по всей цепочке, провязать столбики с накидом. Вы сами себя контролируете. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько набрали петелек в цепочку. То есть я вот, например, набрала 31 воздушную петельку, значит у меня будет 31 столбик с накидом. И все. И вот так вот самостоятельно провязывайте до конца ряда. Несложно. Угу. Первые 3 петельки подъема считаются за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Ряд несложный, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы с вами провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько приступаем к узорчику.
Для начала, смотрите по схемке, делаем 2 воздушные петельки подъема, 1, 2, поворот, накид, пропускаем наши 2 столбика по порядку, 1, 2, и вот в третий столбик провязываем столбик с накидом по 2 петельки. Есть. Накид. Сюда же, в верхушку этого же столбика, провязываем точно так же второй столбик с накидом. Есть. Сюда же провязываем третий столбик с накидом. Ничего сложного. Дальше воздушная петелька. И возвращаемся сюда же, в верхушку этого же столбика, и провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. И у нас сформировался вот такой вот интересный веерочек. Видите? В центре маленькая арочка из одной воздушной петельки. Дальше будьте внимательны. Накид. Сейчас пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В четвертый. Нырнули, провязали столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. Вернулись сюда же, в верхушку этого столбика предыдущего ряда, и провязали столбик с накидом. Сделали вот такую вот рогаточку. Дальше накид. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В четвертый. Провязываем точно такой же веерочек, как мы провязывали в начале ряда. Вот такой же. 3 столбика с накидом. Первый провязали. Сюда же второй. Сюда же третий. Дальше воздушная петелька. И опять в верхушку этого столбика провязали 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. И сюда же 3. Если вам быстро, вы можете нажать на паузу, либо у себя в настройках сделать скорость медленнее. Угу. Дальше идем, смотрите. Накид. Пропускаем опять 3 столбика. 1, 2, 3. И в четвертый столбик провязываем рогаточку. Столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки. И сюда же вернулись. И опять провязали столбик с накидом 2. Вот, смотрите. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Чередуете веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. Дальше будет веерочек, рогатка до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца. Веерочки, рогаточки, ничего сложного. Как заканчиваем ряд? Вот наш последний веерочек. Так, после него, смотрите, пропускаем 2 столбика. 1, 2. И там, где были 3 петельки подъема, в третью петельку делаем накид, нырнули в третью петельку, вытянули ниточку. И теперь наша с вами задача все петельки провязать вместе. Это называется полустолбик с накидом. Вот. То есть он будет невысокий, как столбик с накидом, чуть поменьше. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Там, где у нас в веерочке была вот такая вот как бы арочка из одной воздушной петельки, в эту арочку нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. Теперь 2 воздушные петельки, и сюда же опять вернулись в арочку и провязали еще столбик с накидом, и у нас получилась вот такая вот рогаточка. Над веерочком рогаточка. Теперь смотрите внимательно, что мы делаем. Накид. Там, где у нас была рогаточка, вот у нас первая ножка, вот у нас вторая ножка. Берем за первую ножку, смотрите как, захватываем сзади наперед, получается столбик у нас перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Называется рельефный лицевой столбик с накидом. Он такой немножко выпуклый с этой стороны, придает как бы немножко изюминку узорчику. Когда узорчик вырастет, увидите, будет очень интересно смотреться. Дальше накид. Вот наша арочка из 2 воздушных петелек, в нее провязываем 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. Дальше 1 воздушная петелька. И вернулись сюда же в арочку и провязали еще 2 столбика с накидом. 1, 2. У нас получилась вот такая вот, ну, как бы небольшой такой веерочек, видите? 2 столбика, воздушная петелька, 2 столбика. Как мы заканчиваем? Точно так же накид, последнюю ножку нашу вот на рогаточке, захватываем сзади наперед, вот таким вот образом, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. То есть вот такой веерочек получается. Первый и последний столбики рельефные, а внутри арочки вот такой вот веерочек. Угу. Идем дальше. Опять идет веерочек у нас. Мы в веерочек провязываем, как и в начале ряда,
рогатку. То есть в арочку столбик с накидом раз. Дальше 2 воздушные петельки. Вернулись сюда же в арочку и провязали столбик с накидом 2. Вот наша рогаточка. Дальше следующий у нас будет рогаточка. Опять первая ножка, вторая ножка. Ножки провязываем рельефными столбиками. Накид. Сзади наперед захватили столбик, вытянули ниточку и провязали рельефный лицевой столбик с накидом. В арочку веерочек провязываем столбик с накидом раз. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. Опять сюда вернулись в арочку, столбик с накидом раз. Столбик с накидом 2. И вторую ножку нашей рогатки вот провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Опять захватили сзади наперед и провязали столбик. Все. Вот так вот. И вот так вот шагаете до конца ряда. Чередуете опять рогатка, веерочек, рогатка, веерочек. Но здесь веерочек более интересный, да? Все. До конца ряда самостоятельно схемка перед вами у вас получится. Но в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши рельефные, назовем так скажем, веерочки, так, с рогаточками. И заканчивается у меня ряд, вот, смотрите, рогаточкой. Тут над веерочком рогаточка. И дальше, смотрите, что мы делаем. Накид. Там, где у нас, получается, были 2 петельки подъема в предыдущем ряду, во вторую петельку нырнули и провязали полноценный столбик с накидом. Все. Дальше опять 2 воздушные петельки подъема. Раз, два. Поворот. Теперь наша с вами задача вот над нашей рогаточкой провязать рельефный веерочек. Рельефный веерочек. В силу того, что нам необходимо сохранить рельефность, то в этом ряду у нас все рельефные столбики будут изнаночными. В том ряду они у нас были лицевыми, в этом будут изнаночными. Смотрите, накид. Первая ножка, вторая ножка рогатки. Первую ножку захватываем, смотрите, наоборот. Вот таким вот образом. Столбик у нас находится за крючком. Вытянули ниточку аккуратненько и провязали по 2 петельки. 2, 2. Называется рельефный изнаночный столбик с накидом. Дальше в арочку опять провязываем веерочек, состоящий из 2 столбиков с накидом. Раз. Сюда же 2. 1 воздушная петелька. И вернулись в арочку, провязали 2 столбика с накидом. Раз. 2. Вторую ножку нашей рогатки провязываем рельефным столбиком. Здесь он у нас изнаночный. Захватываем вот таким вот образом столбик. Столбик за крючком. Вытянули ниточку. И провязали по 2 петельки. Все. Вот такой вот наш веерочек готов. С этой стороны он выглядит вот таким вот образом. А с лицевой, получается, стороны он опять у нас, видите, какой объемный. Здесь видно объем. Идем дальше. Там, где у нас веерочек был в предыдущем ряду, вот он веерочек, мы в арочку провязываем рогатку. Столбик с накидом раз. 2 воздушные петельки. Вернулись сюда же и провязали еще раз столбик с накидом 2. Видите? Получается, у нас из ряда в ряд повторяется веерочек, рогатка, веерочек, рогатка, да? Потом просто сместили в шахматном порядке. Рогатка, веерочек, рогатка, веерочек. Теперь опять веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. Единственное, что соблюдаем рельефные столбики. Они у нас должны, получается, быть с одной стороны лицевыми, мы их провязываем, с другой изнаночными. Все, ничего сложного. Давайте еще раз провяжем. Вот наша рогаточка. Захватываем, делаем накид, захватываем первую ножку вот таким вот образом. Получается, столбик у нас за крючком. Вытянули ниточку. Сейчас, секундочку. Накид. Захватили столбик. Вытянули ниточку. И провязали по 2 петельки. 2, 2. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Его видно с этой стороны изнаночный, потому что формируется вот такая горизонтальная полоска. Дальше в арочку провязываем веерочек. Столбик с накидом раз. Сюда же столбик с накидом 2. 1 воздушная петелька. Вернулись сюда же, провязываем столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. И вторую ножку нашей рогатки провязываем точно так же рельефным изнаночным. Вы не запутаетесь, вы увидите, они отличаются, лицевой и изнаночный. Вот, столбик с накидом. Понятно? С лицевой стороны это выглядит вот таким вот образом. Видите, рельеф. Рельеф как бы ямка такую, да, формирует, ямку формирует рельеф.
Все, давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно, схемка перед вами. Ну и в конце ряда встретимся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, нашу изнаночную сторону с рельефными изнаночными столбиками. Вот наш веерочек. Так, как мы заканчиваем ряд? Накид. Здесь у нас, получается, были 3 петельки подъема в предыдущем ряду. В третью петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и все вот эти вот 3 петельки провязываем за один раз. Полустолбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И мы уже знаем, там, где у нас веерочек, мы над ним провязываем рогатку. Накид. В центр, получается, в арочку из воздушной петельки провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же вернулись и провязали столбик с накидом. Есть. А там, где у нас рогатка, да, мы провязываем, получается, веерочек с рельефными столбиками. Вот, смотрите. Видите, как выпуклые столбики? Значит, они будут лицевыми. Накид. Захватываем вот таким вот образом столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше накид. В арочку провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два, 1 воздушная петелька. И сюда же вернулись. Раз, два. И заканчиваем наш веерочек рельефным лицевым столбиком с накидом. Поняли, да? Все. Этот ряд у нас будет весь рельефным лицевым. Дальше. Опять над веерочком провязываем рогаточку. Столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки, столбик с накидом сюда же 2. То есть, если внимательно посмотрите, видите, у нас получится вот веерочек рельефный, вот веерочек рельефный. Видите, друг над дружкой стоят. Для того, чтобы вы не запутались, вы просто-напросто вот как, только повернули, да, изображение, видите, вот такая вот ямка формируется, значит, здесь будут рельефные лицевые. Если ямки как таковой нету, видите, вот, то есть тут такие вот столбики, получается, здесь будут рельефные изнаночные. Вам необходимо обязательно самостоятельно своей рукой попробовать провязать, и вы тогда поймете и не запутаетесь. Все, смотрите, сам получается по себе узорчик, как бы он у нас состоит, грубо говоря, из одного ряда, да, просто единственное, что вот рельефные столбики меняем. И все, то есть это веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. Опять веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. Все. И вот так вот шагаете. Схемка перед вами. Давайте увеличим образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. За счет рельефных столбиков должно получиться очень даже симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот как выглядит лицевая сторона. Вот такие вот интересные веерочки. Вот как выглядит изнаночная сторона. Тоже все ровненько, аккуратненько. Но видите, за счет того, что рельефные столбики изнаночные, так как все как бы гладенько, да, а здесь видно рельеф, да. Вот такую вот изюминку придают рельефные столбики. Из моей, получается, пряжи вот так вот тянется узорчик. И вот так вот тянется узорчик. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Поэтому пробуйте, вяжите обязательно своей рукой, своей плотностью вязания, своим крючком, своими ниточками. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я тут, получается, набирала 31 воздушную петельку. Если это мой крючок, моя плотность вязания, моя пряжа, то у меня это получается вот, практически 14 сантиметров, 13,5 точно. И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков. И самый первый, который набирали с новичками, 11. Так, получается здесь, практически 10 сантиметров, 9 и 8, да? Вот, то есть узорчик сам по себе несложный, повторяются ряды. Единственное, просто вы меняете в каждом ряду рельефные столбики, лицевые, изнаночные. А так мы уже договорились, да? Рогаточка меняется с веерочком. Все, совсем не сложно. Очень просто и легко, запоминать ничего не нужно. Я вижу данный узорчик именно из данной пряжи в кофточке. Вы в чем видите, да? Если это будут летние ниточки, то это, конечно, будут, топики, маечки. Если это будут демисезонные ниточки, то есть также и шарфики это могут быть. Если это зимние ниточки, то кофты, кардиганы, те же самые снуды. Вы можете узорчик поворачивать вот таким вот образом. У вас могут веерочки в бок смотреть. Вы можете вообще разворачивать, у вас могут веерочки смотреть вниз.
То есть на ваше усмотрение. Узорчик не новый. Если кто-либо что уже вязал данным узорчиком, рассказывайте нам, нам будет интересно. Говорите, какими ниточками вязали, что у вас получилось. Мы будем читать и вдохновляться. Угу. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Очень много зрителей смотрят и не подписываются. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте свои плейлисты и вяжите с удовольствием. И не забывайте писать комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.